Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 10-я серия аниме Кайдзю номер 8. 10-я серия. Тайное стало явным. Ого, нам что-то объяснят. О, было бы круто. Ничего себе громадина! Да. Замкому с этой махиной не справиться. Блин, не хотелось бы это признавать, но это правда. А ты-то что? Это не так? А с тобой-то что? Он чувствует что-то? Собрата или что-то в этом роде? Так, посмотрим. Сейчас будем внимательно наблюдать. Только третья! Удар возвратом! Бьет по артерии. И по сухожилиям. Проворная букашка. Сука. Ага. А если бы он его сожрал? С ума сойти. Он даже перед гигантом не спасовал. Я его прорубить не могу. Ага. Ненавижу гигантских кайдзю. Придется за счет скорости пробиваться до ядра на спине. Что тут еще остается? Ага. Что такое? Допустимая нагрузка. Сейчас Костюм перегрелся. Полного высвобождения прошло уже 10 минут. Продолжать бой опасно. Все ясно. Тело не выдерживает уже такого. Это вот- у меня в лучшем случае минута осталась. Черт. И плюс поддержка. Они что, взрываются? Они взрываются? Это камикадзе? Подорвался? Себя подрывают? Вот это любопытно. Ну да, вполне в их духе. Ни себя, ни людей не щадят. Будто живые ракеты какие-то. Ну и ладно. Отличная дымовая Теракаев. Техника шестая! Ох, он его снес. Мощно так-то. Все, еще один такой. Предел Ну, нагрузки. Выход из режима полного высвобождения. Кавка нужен. Советую сейчас же обратиться к медицинскому персоналу. Сейчас же нужен Кавка. Прямо сейчас. Замком. Кавка нужен, немедленно. Всего пару столетий назад в Эдо тебя бы воспевали как гения и героя. О как. Беда в том, что эпоха мечников давно позади. Ага. Ты же понимаешь меня, Сосера? Забудь о силах обороны против Кайдзю. Прошлое. Нам флешбеки показывают. Все пучком, жив цел орел. Жив, да, цел нет. Ой-ой-ой-ой. А ведь я барьер на максимум выставил. Это даже не смешно. Ну, Кавка, ты где? Полное высвобождение прервалось. Что теперь делать? Что мне по силам? Да ничего тебе больше не по Как силам. обстановка снаружи? Эвакуация гражданских почти завершена. Асера где? Наши силы успешно теснят сателлитов. Асера где? Она нужна. Правда? Шикарно. Значит, нужно исполнить свой долг до конца. Ты больной? Вы очень серьезно ранены. Ну, дурак. Техника клинка школы Хосина. Удар пустоты! Ага, лечит. Причем классно, кровь выходит и метаболизм срабатывает. Ты не победишь меня этим оружием. Заткнись! Я это с самого начала понимал. Пора бы тебе уже и честь знать. Так. У тебя слишком слабый потенциал с огнестрельным оружием.
Ага. В наше время это, к сожалению, фатально. Хватит тратить время зря, Хосина. С каждым годом кайдзю становятся только крупнее. А одержимость мечами однажды будет стоить тебе жизни. Мне с самого детства это трындят. Ну да, и сейчас, если честно, ну так себе, чувак. Только она приняла настоящего меня. Сосера Хосина? Ага. Как я вижу, ты специалист по бою с мечом? Да, так и есть. Опять 25. Как интересно скажет. Мне нужна твоя помощь. А? Пойдешь в мой дивизион, Хосина? Вполне вероятно, что однажды нам попадется гранд кайдзю небольшого размера. Вдобавок, я с холодным оружием практически бесполезна. Даже кухонный нож стороной обхожу. О как. У меня есть, кстати, мысли на этот счет по поводу мечей. И это вообще очень тонкий Хосина, намек. когда придет время стрелять, ты сможешь расчистить для меня путь? Это очень тонкий, между прочим, намек на традиционность японскую. Она оставила меня защищать базу. Сдохну, но не сдам ее. Потом объясню. Вторая. Удар накрест. Это очень важно. Техника третья. Удар возвратом. Техника четвертая. Удар в разброс. Молодец. Техника пятая. Удар мглы. Вот только он сдохнуть Техника сейчас шестая. может. О, черт! Замку! Господи, Кавка, давай, сейчас не время, пожалуйста. Не тупи, врубайся. Давай, пошел. Черт, выбора нет! Да, выбора нет. Не надо! Надо, заткнись. Вы же никак не выкрутитесь, если сейчас перевоплотитесь! Пофиг, Не вперед. надо, дядя! Простите, кого? Но жизни товарищей для меня важней! Ребята, вы все молодцы. Слава богу. Кайдзю. Я выиграл в этом бою. Ну все, давай, большая артиллерия пошла в атаку Асера, мочи. Теперь сваливай, сваливай. Если что, я здесь лишь замком. Моя задача — помогать командиру. Аканоги, у нас ЧС, так что по сокращенной. Есть! Я разнесу тебя на куски. Шмаляй. Прямо в рожу, давай, зафигач. Чё мажешь? По башке надо. Хедшотом. Жесть, как быстро восстанавливается! Командир, ядро у него на спине. Это между 4-м и 6-м позвонками. Принято. Огонь. Ух ё, почти. Черт! Похоже, это будет непросто. Ну да ладно. Придется еще немного побезумствовать. Боевой потенциал 63%. Только четвертая. Удар в разброс! Подрежу крылышки, чтобы проще было убить. Да, кстати. Только вторая. Удар накрест! Ты с ума сошел? Даже твой костюм давно свое отработал. О, Восстанавливается. успокойся уже. Ты тут уже ничего не Мощности сделаешь. Не хватает. Что же делать? Кстати, Иномия? Подоров! Черт! Даже поцарапать его, пока не хватает сил. почему? Продолжай, Синомия. Я вскрою его панцирь. А ты бей следом по О! ране. Класс. И давай. По колену? Ох, по колену. Они ему колено снесли колено. Ох. Это больно.
Что, и ты тоже уже, да, выдохлась? Перегрелась? Ну да ладно. Ты и так молодец. Шмаляй. Вот так. Вот так, красавцы. Спокойно, аккуратно, продолжаем. Раскрыто! Ага. Остался последний снаряд! Отлично. Прикройте командира! Молодцы, молодцы. Красиво, элегантно, красиво, аккуратно. Замком! Простите, что опоздали! Ребята, не давайте ему регенерировать! Ё. Как стараются пацаны. Двигайся. Двигайся. Он все. Он скоро в кому впадет. Он с пистолетом бегает, господи, Кавка. Что такое происходит? Переставай думать. Еще хотя бы 5 секунд. Все. Давай же двигайся, чертово тело! Он скоро вырубится. Руби. И снова руби. Проруби путь командиру. Только так я могу доказать, что не зря появился на свет! О-о, попал. Прямо под выстрел. Спасибо, Хосина. Как хорошо, что именно ты мой замком. Высвобожденный боевой потенциал 96%. Давай, шмаляй. Пришло время мне открыть огонь! Дурак. Не на того противника ты пасть разъявил. Ох, вот это выстрел. Да. Молодцы. Кардинал убит! Аж прямо... Мы смогли. А? Ага. Харуити, аой. Ихару! Убирать долго. Вы представляете, из него какое классное оружие выйдет, а? Для капитана. Я уже представляю. Да молодец! Что ты приуныла? Да не надо унывать, все супер. Молодец, молодец. Все супер. Я его понимаю. Асера сильна, как всегда. Все-таки я не ошибался. Не зря с самого детства хотел служить в СО. Какие же они безумно крутые. Вот бы и мне однажды поравняться с ними. Ты вообще-то уже круче всех Да их. уж, дядя, вы весь в соплях. Да ты издеваешься! Я тут восхищаюсь, а ты меня обижаешь, что толстокожий олух! Благоговеет. У нас все еще только начинается. Давайте выкладываться на полную. Да вообще-то он там может весь третий дивизион с собой заменить их. Ага. Если захочет. Мы с командиром пойдем разберемся с сателлитами. Нет, лучше иди отдыхать. Да. Командир, это и вас касается. Вот именно. Еще 1%, и ваш боевой костюм тоже перегреется. Ага. Вы целую обойму в Кайдзю выпустили. С сателлитами мы сами разберемся. Да нет, я еще могу драться. Так, это что-то нехорошее. У нас что, 9-й появился где-то, да? Или та тварь еще не сдохла? Это что так? За черт! Обалдеть! Сателлиты! Так это у него что, не предсмертный крик был? Энергетические показатели растут. Это сверхмассивная сателлит-бомба. Ой. В тротиловом эквиваленте в ней по меньшей мере 20 килотонн. Это же маленькая ядерная бомба! Не стрелять! идиот! Отставить! Не стрелять! Срочная эвакуация! Вот же черт!
Мы не успеем отойти. Если эта фигня грохнется... Люди, Он еще жив. похоже, бой закончился ничьей. Ага, тварь. Дядя, не надо! Давай, Кавка, давай. Кавка! А ну стой! Ты ничем не поможешь! Ты уверен? Погоди-ка. Как он так быстро бежит? С 1% боевого потенциала так скакать не будешь. Давай, Кавка, пошел. Пофиг уже. Все умрут, если не спасешь. И все увидели, да? Все увидели, все. Маски сорваны. Базы! Наблюдаю мощнейший сигнал Кайдзю! Отвали. Фортитуда 9,8! 9,8. Судя по данным... Это Кайдзю номер 8! Давай. Давай, Кавка, вперед. Я ведь чувствовал, что что-то не так. На, Но то. сам не заметил. Как проникся к нему симпатией. Какие у него широкие глаза И стали. потому изо всех сил старался о таком не думать. Да ладно, забей. Рассчитываю на этот твой 1%. Простите, пожалуйста. Замком Хосина. Да не... Ладно, хорошо. Ты мне все-таки жизнь спас, так что тайну сохраню. Прости меня, Кикору. Ты ведь никому и слова не сказала. Да. Ребята, простите, что молчал. Пожалуйста, давайте без геройств. Гава, дружище. То есть я не смогу сдержать свое обещание. Тебе еще расти и расти. На, Прежде нифига. чем поравняешься со мной. Мина, Давай. я лишь... Я хотел... Дядя! Вы понимаете, где находитесь и что сейчас делаете? Чё орешь? Тебя спалят. Хьё. Наши товарищи жизнью рисковали, боролись с этой тварью! От какого черта я один буду за свою шкуру бояться? Фига себе. Это чё за железный Я человек? тоже из сил обороны против Кайдзю! Я такой же офицер 3-го дивизиона! Пришло время бороться меня! Ё-моё. Господи, это прямо Мстители, первая часть. Господи, реально. Вот чисто. Прямо как Тони Старк падает. Личный состав! Вспышка сверху! Барьер на максимум! По полигону кранты. Нормально приземлился. А представляете, некоторые под обломками останутся, а? Он что? Барьер... А, да, я помню, он барьер против 9-го, я помню, использовал. И он врубил, чтобы прикрыть хотя бы часть ребят. Да, вот теперь как объясняться-то будем? Ребята, ну да, ясно. Да, твой... Вот и облажался. Вот облом, вот сейчас... Руки, ноги все перелом. Староват я все-таки для таких выкрутасов. Кавка Хибина. Черт. Нет. Кайдзю номер 8. Мы берем тебя под арест. Мне кажется, они впервые в жизни Кайдзю под арест берут. Вы посмотрите! Он всех защитил! Посмотрите, какой радиус он прикрыл, ребята! А капец просто! Офонареть! Ох! Ну а что им еще остается делать? Ясное дело, они его под арест возьмут. Эх. Да. Надеюсь, учтется то, что он всех спас.
Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Мне очень приятно делать для вас данный контент, и будет вдвойне приятно, если вы поддержите меня звоном монет. Ссылка в описании. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код Geass уже полностью лежит на Бусти в абсолютно открытом доступе. А теперь пришло время тетради смерти, которую я также выложу на Бусти в открытом доступе, без маскировки кадра и с прекрасной музыкой. Ну, ребята проявили просто большую гигантскую доблесть. Все, абсолютно все, полностью пожертвовав всем своим телом, всем, чем только возможно, чтобы победить в данный момент. Не зря с самого детства хотел служить в СО. Начнем с замкома Хосины. Знаете, вся его ситуация, вся его личность напомнила мне одного писателя, который, скажем так, имел короткую жизнь и прервал свою жизнь сам. Юкио Мисима. Считается одним из мощнейших писателей 20 века, ну, в Японии уж точно, вообще, если не первым 20 века. Очень любопытный писатель, который выступал в период демократизации Японии, выступал за традиционализм. Он постоянно говорил о таких вещах, как смысл жизни. Он не говорил о том, что такое смысл жизни для человека. Он говорил, что великая цель одухотворяет самого человека. Он говорил о том, что человек сам по себе ничто. Но если он имеет цель, он уже становится чем-то. И у японцев во время поражения, во время того, как там началась демократизация, когда они перешли на европейский стиль правления, он был одним из тех, кто выступал за сохранение традиционализма, за сохранение философии, за сохранение самой культуры Японии. Между прочим, интересен такой момент, что Япония, есть такой стереотип, что она сочетает прогресс и сочетает свой традиционализм. Я, честно сказать, не знаю, правда это или нет, но если это правда, то 100% такие люди, как Юкио Мисима, повлияли очень сильно на все это. Сам Хосина – это большой пример традиционализма. Вообще, даже Юкио говорил про аристократизм японцев. Почему? Потому что вообще самураи, по факту, это были аристократы, это было сословие. И вот он говорил о том, как коррупция, спад всего этого убили это сословие. И Хосина – это пример того истинного духа японского воина, который должен быть, олицетворение самого того, что из себя должен представлять настоящий воин. Мне нужно исполнить свой долг до конца. Ты с ума сошел? Даже твой костюм давно твою отработал. Двигайся, не переставай думать. Еще хотя бы 5 секунд. Давай же двигайся, чертово тело! Только так я могу доказать, что не зря появился на свет! Этот человек, который во имя великой цели может погибнуть. И Юкио Мисима описывал это очень любопытно. Он описывал, что такая смерть прекрасна. Потому что если человек жил с целью, то и умереть может, не сожалея. Если есть у человека цель, значит он человек. И смерть его будет достойной человека. А
смерть обычная, это так. Обычная смерть. Любопытная философия. Знаете, сейчас очень популярно мнение, и, если честно, я придерживаюсь этого мнения, что человеческая жизнь бесценна, ее невозможно променять даже на великую цель. Но были люди, которые считают иначе, которые считают какую-то цель такой, которая стоит их жизни. Вообще, это своего рода тоже свобода выбора, потому что человек сам имеет право решать, где его жизнь оборвется и как она оборвется. Знаете, очень даже как-то противоречиво это говорить, потому что, я не могу представить ситуации, где бы я смогу пожертвовать своей жизнью. Серьезно. Нет, я могу ее представить, но очень маловероятно, что такое произойдет. Также нам показали здесь, что эти птеродактили кайдюские, они камикадзе. Тут уже, знаете, даже далеко не надо захаживать. Это отсылка 100% к пилотам, японским пилотам, которые, если что, жертвовали собой, врезались прямо в корабли, врезались в другие самолеты и так далее. Короче, по полной программе абсолютно всем ресурсам уничтожали. Знаете, вам я честно хочу признаться, что мне кажется, такой стиль боя в долговременной перспективе очень бессмысленным. Почему? Потому что вообще по факту это расход живой силы, которая, честно говоря, была очень нужна. Вы представляете, сколько стоит пилота подготовить, а научить его летать, очень хорошо научить летать и так далее. Это такие расходы, а он сразу убивается. Но, понимаете, уже к концу Второй мировой войны уже пропаганда работала так сильно, что так сильно работала, что молодых ребят заставляли садиться в самолеты, и если что, уже на все шли. И прикрываясь идеологией, философией японской, пропагандой, заставляли людей идти на смерть. Знаете, любая философия, какой бы чистой она ни была, может быть подвергнута эксплуатации в очень плохую сторону. Но также и наоборот. В зависимости от того, просто нужно мозгами думать и понимать, что хорошо, а что плохо, в конце концов. Это мы сейчас в дебри зашли. Короче, победа. Победа, но большой ценой. Также здесь все пожертвовали. Также то, что сделал Кафка, это также свидетельствует о его духе воина. Он сейчас по факту пожертвовал всей своей жизнью. И не просто жизнью. Он пожертвовал намного большим. Потому что с ним теперь могут сделать самое страшное. Он это осознавал, и он все равно спас всех. Она упадет, и все умрут. Мы не успеем отойти. Ты сам решаешь, кем быть. Я такой же офицер третьего дивизиона! Он по факту автоматически, как только он решил это сделать, уже покончил с собой. И как он посмотрел на Асеру. Мы берем тебя под арест. Я очень надеюсь, что все примут во внимание, что он Кикору спас, что он Занкома спас, что ребят спасал. Я очень надеюсь, но тем более он никого не убил. Тем более он по факту, но дело в том, что он не человек, у него нет прав. У него нет никаких прав. Его по факту не берут под арест, его по факту задерживают. Он задержанный, а не арестованный. Это большая разница. Потому что у него нет прав, абсолютно никаких теперь. Потому что он не человек. На него не распространяются эти гражданские права и так далее и тому подобное. Так что с ним могут делать абсолютно все, что угодно и как угодно. Я очень надеюсь, что ребята примут как-то во внимание там, господи. А я надеюсь, сейчас Кикору с Итикавой не подвергнут допросу, учитывая, что они знали и ничего не сказали. А там они еще наорали. Ох, мама. И мы еще не знаем, где 9-й. Ох, у нас тут каша-малаша началась. Дорогие друзья, это была 10-я серия Кайдзю номер 8. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, группу ВКонтакте. Также, пожалуйста, на Бусти, где я выкладываю
Кайдзю номер 8 на несколько серий вперед, с прекрасной озвучкой, с прекрасной музыкой. И, скорее всего, я уже полностью выложил на Бусти Кайдзю номер 8. Удачи вам, увидимся уже на 11 серии.